Привет, друзья! Сегодня будем делать простое, но очень вкусное ванильное мороженое. Гляс а-ля ваниль. Классический вариант. По рецепту, привезенному когда-то из института Поля Бакюза. Поехали! Отделяем желтки от белков. Нам нужны только желтки. Добавляем к ним сахар или сахарозаменитель. В сотейнике смешиваем молоко, жирные сливки. Туда же кусочек сливочного масла и, конечно, ваниль. Можно использовать стручок, ванильную пасту или ванильный экстракт. Немного кукурузного крахмала. И, наконец, сироп глюкозы, или кукурузный сироп, или инвертный. Перемешиваем так, чтобы крахмал хорошо растворился. Ставим сотейник на средний огонь. И необходимо довести все до кипения. Но кипеть давать не нужно. До первых пузырьков. Периодически тщательно все помешиваем, чтобы ничего не приставало ни к дну, ни к стенкам. До этого или тем временем взбиваем желтки с сахаром до посветлевшей, однородной, пышной массы. Чем лучше взобьете, тем лучше получится структура мороженого. Когда смесь в сотейнике начнет закипать, снимаем с огня и совсем небольшое количество добавляем в желтково-сахарную смесь, тщательно работая венчиком. Затем также по чуть-чуть добавляем туда половину. Все хорошо смешав, убедившись, что желтки не сварились, добавляем оставшуюся часть, тщательно перемешиваем и возвращаем все в сотейник. А сотейник на огонь. Теперь необходимо все это нагреть, но не до кипения, постоянно помешивая. Нужно дать немного загустеть. Готовность легко проверить деревянной ложкой или лопаткой. Помещаете ее в смесь, достаете, проводите по ней пальцем. И если дорожка остается чистой, ничего на нее не стекает, значит готово. Теперь смесь нужно остудить до температуры ниже комнатной. Легче это сделать на ледяной бане. Берем миску с очень холодной водой и льдом. Помещаем туда сотейник и, постоянно помешивая, остужаем. При необходимости воду меняем. Остывшую смесь переливаем в чистую миску. Накрываем пленкой до контакта и убираем в холодильник. На 4 часа минимум можно оставить на ночь. Охлажденную и настоявшуюся смесь хорошо перемешиваем и замораживаем. Можно просто в контейнере, в морозилке, постоянно каждые 20 минут взбивая вилкой или даже погружным блендером, чтобы не образовывались кристаллики льда. Но лучше использовать мороженицу или специальную чашу для миксера. Замороженную, но еще мягкую смесь перекладываем в какой-нибудь контейнер и убираем в морозилку, полностью схватиться. До той степени, которая вам нужна. Кто-то любит помягче, кто-то потверже. Ну что тут скажешь? Идеальное, классическое ванильное мороженое. Со свежими ягодами. Это просто бомба. Слушайте. Оно такое нежное, такое мягкое. И мне нравится, когда берете как раз не экстракт, не ванилин, а ванильную пасту или стручок. Вот такие вот точечки ванили. Подробно этот и многие другие рецепты, в том числе мороженого, можно найти в блоге. Список ингредиентов, как всегда, под видео. Там же под видео я жду ваши лайки. Обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать все уведомления о новых видео. Рекомендуйте канал своим друзьям, делитесь видео. В общем, все как всегда. С вами был Саша, Cooking Time. Пока-пока. Обязательно нужно обниматься. И отправили куда следует. Все, что говорит, я могу вам сделать, может быть, сэндвичи. Такие, да. Устрицы, сидрец. На перекус сосиска, сосисон. Забрались в какую-то хрень. Самые любимые гуляшки. А югонщица, слышу я вслед. У нас сборы. Опять гора, опять. Так что ешь свой жир. Ай, налево прицепилась. Уйди отсюда.